Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. В этом видео мы с вами посмотрим самые удивительные катакомбы и подземные города мира. Пекин, Париж, Палермо, Александрия и многие другие города откроются вам совершенно с другой стороны. Вы узнаете, в каких древних катакомбах когда-то обитали люди, где находятся современные подземные города и почему в 21 веке все еще кто-то живет под землей. Фантастический соляной замок, величественный храм, город вина, источник с целебной водой – все это спрятано под землей. Мы расскажем вам, какие катакомбы стали последним пристанищем для миллионов людей, какие спасли жизни во время войны, а какие помогали заработать немного денег. Готовы отправиться в захватывающее подземное путешествие? Тогда пристегивайте ремни и вперед! Современный подземный город – Пекин, Китай. Под китайской столицей находится огромная сеть туннелей и бункеров. Она появилась в 1970-х годах в разгар напряженности отношений между Китаем и Советским Союзом. Находясь в шаге от ядерной войны, Мао Цзэдун приказал соорудить в Пекине убежище от бомбежек. Над подземным комплексом трудились 300 тысяч рабочих. По окончанию строительства они соорудили огромный подземный лабиринт, общая площадь которого составляла 85 квадратных километров, а протяженность 30 километров. Это были не просто сырые помещения, а настоящий подземный город с хорошими условиями для жизни. Здесь открыли магазины, школы, поликлиники, фабрики, рестораны, театры и другие общественные места. К счастью, бункер никогда не использовался по назначению и потерял стратегическую важность в конце 80-х. С 2008 года подземный лабиринт находится на реконструкции и является закрытым для туристов. Несмотря на это, множество мигрантов, приехавших в Пекин в поисках лучшей жизни, самовольно заняли некоторые бункеры и живут там до сих пор. Катакомбы Ордена Капуцинов, Палермо, Италия. Одно из крупнейших подземелий мира располагается на итальянском острове Сицилия. Загадочные катакомбы под монастырем Капуцинов стали последним пристанищем для более чем 8 тысяч человек. Для более чем 8 тысяч людей. Первое захоронение было сделано в 1599 году. Здесь хоронили не только капуцинов, а и представителей местной элиты, духовенства и аристократии. Так катакомбы обрели славу самого престижного кладбища в Палермо. Официально подземелье стало закрытым для погребений в 1822 году, но после этого здесь было похоронено еще несколько тел. Катакомбы капуцинов обладают особенными свойствами почвы и атмосферы, что способствует сохранению мертвой плоти. Кроме того, все тела здесь предварительно высушенные, обработанные уксусом и мумифицированные. Так в таинственных коридорах и комнатах они столетиями сохраняются в стоячих, лежачих и сидячих позах. Достаточно жуткое зрелище. Вход в катакомбы открыт для туристов, но не каждый решится на такую мрачную экскурсию. Подземный город Деренкую, Каппадокия, Турция. В 1963 году в Каппадокии был открыт подземный древний город Деренкую. Таинственная пещера состоит из 8 уровней, которые уходят вглубь земли на 60 метров, вплоть до подземных вод. Археологи предполагают, что подземелье было сооружено за несколько столетий до нашей эры. Здесь была организована вся необходимая инфраструктура, жилые помещения, продовольственные склады, школы, разные лавки, колодцы, громадные вентиляционные шахты и многое другое. По некоторым данным, в древние времена в Деренкую проживало около 20 тысяч людей вместе с домашним скотом. Так жители могли себя обеспечить от внешней угрозы. Но до сих пор нет однозначного ответа, как без наличия специальной техники они смогли построить целый город в горной породе. Ученые полагают, что сегодня исследовано лишь 10-15% подземных пещер, но этого достаточно, чтобы все желающие смогли прогуляться по безопасному маршруту и почувствовать атмосферу древнего Деренкую. Соляные копии в Величке, Польша. Недалеко от Кракова находятся уникальные многоуровневые катакомбы, в которых каждый элемент высечен из соли. Соляные копальни имеют 9 уровней, глубиной до 200 метров. В период с 13 по 20 столетие здесь проводились соледобывающие работы, а с 1978 года соляные шахты Величка входят в список мирового наследия ЮНЕСКО. На это фантастическое подземелье съезжаются посмотреть люди со всего мира. В тоннелях
общей протяженностью практически 300 километров расположены необычные скульптурные и архитектурные изделия из соли. Здесь есть изысканные подземные залы, часовни, барельеф и подземное озеро, а на глубине 101 метра расположилась самая огромная и действующая до сих пор часовня Святой Кинги. Крупнейший подземный храм имеет высоту 12 метров, а длину 54. Он полностью высечен из соли, включая пол, стены и даже люстры, и здесь регулярно проводятся богослужения. Уникальный подземный город Кубер-Пиди, Австралия. Посреди жаркой австралийской пустыни уже более 100 лет существует подземный город. Он был основан в 1915 году, когда здесь обнаружили месторождение опалов, одного из видов драгоценных камней. Многие искатели разноцветных драгоценностей стали перевозить сюда семьи. Спасаясь от палящего солнца, шахтеры решили жить в землянках, где температура воздуха держится на уровне 22 градусов Цельсия. Так возникло название Кубер-Пиди, что в переводе с языка аборигенов означает «нора белого человека». Типичный дом местного жителя состоит из нескольких спален, гостиной, кухни и ванной комнаты. Чтобы избежать разрушений, потолки в комнатах поддерживаются массивными колоннами толщиной до 1 метра. Из-за отсутствия канализации кухня и туалет расположены на поверхности при входе, а доступ свежего воздуха в подземелье осуществляется с помощью специальной вентиляции. Также в подземном городе есть церковь, магазин, музей, бар и даже отель. Сегодня Кубер-Пиди приходит в упадок, так как молодежь выезжает отсюда в поисках более стабильной работы и комфортных условий жизни. Катакомбы Парижа, Франция. Каждый из нас знает наземные достопримечательности Парижа: Эйфелевую башню, Лувр, Нотр-Дам-де-Пари. Но знаете ли вы, что под землей самого романтического города в мире покоятся останки более 6 миллионов человек? Катакомбы уходят вглубь на 15-20 метров, а в длину приблизительно на 300 километров. Появились в период Средневековья. Здесь добывали известняк, природный материал, используемый в строительстве. В конце 18 века власти города приказали перенести останки покойников с кладбища невинных в образованные пустоты. Такое решение было принято из-за переполненности кладбищ и высокого риска распространения инфекций. Так парижские катакомбы превратились в оссуарий – хранилище костей усопших. Из человеческих костей выложены целые стены внутри подземелья. Причем одни сделаны только из черепов, другие только из берцовых костей и так далее. Здесь ощущается дыхание и запах смерти. Любители острых ощущений будут в восторге от этого места. Одесские катакомбы, Украина. Огромный подземный лабиринт под Одессой и ее окрестностями протянулся более чем на 3000 километров. Сюрреалистические катакомбы были проложены в 19 веке. Здесь активно добывали камень-ракушечник, из которого в то время строили большинство зданий в городе. Разнообразные лабиринты и подвалы прятали в своих стенах людей от эпидемии чумы, а во время Второй мировой войны скрывали партизанов. Однако многие из них, не зная особенностей тоннелей, так и не смогли найти выход наружу и остались здесь навсегда. Сегодня стены катакомб все так же выложены ракушечником разного цвета и структуры. Некоторые залы находятся в аварийном состоянии, а некоторые наглухо опечатаны, ведь ведут прямо в дома и используются одесситами в качестве погреба. В этих так называемых минах местные жители могли хранить не только продукты и вина, но и контрабандные товары. Посещение одесских катакомб допускается лишь с гидом. Самостоятельная экскурсия может плохо закончиться, ведь разветвленная сеть слишком запутанная, а точной карты до сих пор не существует. Подземный город вина в Криково, Молдова. Одно из самых больших в мире хранилищ вина находится в 15 километрах от Кишинева. Настоящий подземный винный город оборудовали в длинных 120-километровых штольнях, где когда-то добывали известняк. После Второй мировой войны, когда производство вина в Молдове набрало оборотов, было принято решение сделать выработанные шахты местом для выдержки благородного напитка. Глубина 35-80 метров, влажность не менее 80% и температура 12-14 градусов создали для этого идеальные условия. В 1952 году здесь был официально открыт завод шампанских вин Крикова. Сейчас подземный город пользуется популярностью у туристов. Здесь можно прогуляться по настоящим улицам, названным в честь марок молдавского вина, продегустировать изысканные напитки. По городу даже можно передвигаться на машинах или велосипедах, так как здесь есть знаки, светофоры и действуют наземные правила дорожного движения.
Катакомбы Святой Соломонии на Кипре. На кипрском курорте Пафос можно насладиться не только пляжным отдыхом, но и посетить древние достопримечательности, как, например, катакомбы Святой Соломонии. Одна из главных христианских святынь острова представляет собой комплекс из нескольких пещер, вырубленных в известняковой горе. Появилась она приблизительно в IV веке до нашей эры и использовалась для языческих захоронений. Здесь до сих пор хранятся фрески и письмена крестоносцев, относящиеся к XII веку. По легенде, во II веке до нашей эры Соломония со своими сыновьями пряталась в этих катакомбах от сирийского царя Антиоха. Но их нашли и всех 7 детей убили на глазах у матери. Сама женщина скончалась от горя и была похоронена в одной из пещер. Так катакомбы получили свое название и стали считаться священным местом. В пещерную церковь с часовнями съезжаются верующие со всего мира, надеясь, что это поможет исцелить любой недуг. Перед входом в катакомбы люди вешают на фисташковое дерево вещи больных, набирают святую воду из источника в глубине подземелья и обращаются к Святой Соломонии с мольбами о помощи. Подземный город Карис на острове Киш, Иран. Старинное подземелье под иранским городом Киш было сооружено более 2500 лет назад. Оно располагается под землей на глубине 15 метров и занимает площадь порядка 10 тысяч квадратных метров. До сих пор неизвестно точное предназначение 3-километровых туннелей и способ их образования. Возможно, люди укрывались в подземелье от жары, так как температура воздуха здесь весь год держится на уровне плюс 24 градусов Цельсия. Внутри каменных лабиринтов оборудована старинная водопроводная система, которая обеспечивала водой засушливые районы. Она представляет собой серию вертикальных колодцев, построенных по древней технологии, вдоль склона для фильтрации воды. Несколько лет назад в подземелье сделали масштабную реконструкцию. Сейчас там работают магазины, кафе, кинотеатры, что еще больше привлекает в Карис нескончаемый поток туристов. Катакомбы Ком-эль-Шугафа в Александрия, Египет. Настоящий подземный лабиринт является одним из самых важных исторических объектов в Александрии. Катакомбы были случайно обнаружены в 1900 году, когда осел, бродивший по окраине города, провалился в шахту. Археологи предполагают, что подземелье было сооружено около 2000 лет назад и изначально предназначалось для захоронений одной богатой семьи. Позже место погребения расширили, и сейчас здесь покоится несколько сотен мумий. В катакомбы ведет винтовая лестница, спустившись по которой на глубину 30 метров можно попасть в ротонду – куполообразное круглое помещение. От ротонды сетью расходятся многочисленные залы и погребальные камеры с высеченными нишами для саркофагов. Сама гробница состоит из 3 уровней – верхней погребальной комнаты, основной и нижней, которая ныне затоплена. Архитектура и роспись катакомб Ком-эль-Шугафа соединила в себе элементы римского, греческого и египетского стиля. Все гробницы украшены статуями, колоннами и барельефами, которые сохранились практически в первозданном виде. Много неизведанного, таинственного и захватывающего скрывается в недрах земли. Что-то поражает, что-то пугает, что-то заставляет возвращаться в подземное царство снова и снова. Но ни одно из этих мест не оставит вас равнодушным. Это был топ-11 самых удивительных катакомб и подземных городов мира. Пишите в комментариях, какую из этих подземных туннелей вы бы не отказались увидеть собственными глазами. А может быть, вы какой-то из них уже посещали.